Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания растений. В этом видео будем выращивать имбирь. Имбирь – это очень полезное растение для человека, пряное растение. В корне имбиря содержится много полезных веществ. Он хорошо помогает при простудных заболеваниях, и чай с имбирем в зимнее время очень полезен для организма как профилактическое средство. Но будем его сегодня мы сажать, мы его не будем сегодня употреблять в пищу. Как это сделать, я вам покажу и расскажу о самых главных вопросах и аспектах по уходу за имбирем. Ну, первое, на что стоит обратить внимание, нужен здоровый корешок имбиря. Купить его можно в супермаркете. Выбирайте такой вот свеженький на вид растение. И главное, вот обратите внимание на то, чтобы у него были вот такие вот отростки. Вот смотрите, это будущие почки. Отсюда пойдут новые росточки. Вот они. Их должно быть, ну, желательно побольше. Есть разные, кстати, сорта имбиря. Не знаю, какой это конкретно сорт, но по вкусу он мне нравится. Я его пробовал. Пряный вкус, очень душистый. И, в принципе, я всем доволен. Далее, примерно 2 суток назад я его поставил на вымачивание, для того, чтобы он насытился водой, потому что корень имбиря долго бывает лежит в супермаркете, подсыхает. И, естественно, растению нужно напитаться влагой, чтобы он быстрее, лучше пророс, появились корешки. Вот просто в небольшой плошечке с небольшим количеством воды я его вымачивал. В воду для вымачивания можно добавить также стимуляторы роста, эпин, допустим, циркон, какие-то еще препараты, которые вам больше нравятся. Ну и смотрите, что делаем далее. Я подобрал подходящий горшок, у меня свободный, оказался емкостью, ну, думаю, около 3 литров. На самом деле растению нужен горшок пошире, так как корешки у него растут в ширину, а не вглубь, поэтому вот выбирайте такую более широкую емкость. Но совсем узкие, конечно, не подойдут. Ну и объем грунта для выращивания имбиря должен быть примерно от 3 до 5 литров, если вам позволяет место на подоконнике. Сейчас, кстати, начало января. Скажете, что неподходящее время для выращивания, но для посадки самое подходящее время, потому что пока растение укоренится, пока пойдут побеги, пройдет достаточно длительное время. Летом, возможно, я пересажу его в теплицу из этой емкости. Конечно, вам покажу, как я это буду делать. Ну, а сейчас я уже добавил в емкость дренаж, для того, чтобы не застаивалась влага лишняя. Подготовил грунт. Это обычная земля для рассады, покупная. В землю я добавил небольшое количество агроперлита. Вот видите, вот эти беленькие штучки, это агроперлит для разрыхления. Грунт нейтральный. Еще у меня есть удобрение. Сейчас я вам покажу чуть попозже, какое. Будем его вносить, потому что имбирь очень любит такую богатую, насыщенную питательными веществами почву. Только тогда он может дать хорошее корневище в дальнейшем, и имеет смысл в этом случае его выращивать. Не только ради красивых листьев, красивых побегов, даже имбирь может и зацвести, цветет он также интересными цветочками, можете посмотреть в интернете. Но любит он такую хорошую питательную почву, поэтому все макро- и микроэлементы должны быть обязательно внесены. Итак, добавляю примерно до половины емкость грунтом. Я добавляю руками. Конечно, более правильно это делать с помощью специального совочка, но можно и руками. Конечно, лучше одеть перчатки, естественно, но можно и так. Смотрите, добавил грунт, немножко его так слегка уплотнил. Беру корешок имбиря. Ну и смотрю, вот, смотрите, вот, да, вот где-то, вот эта часть это нижняя. Здесь у нас как бы
почки смотрят в эту сторону. Соответственно, растение росло, когда его выкапывали, вот примерно вот таким образом. Также я его и посажу. Размещаю в центре емкости и слегка присыпаю землей. Сверху насыпать землю много не надо. Над растением должно быть примерно 2 сантиметра грунта. Глубоко имбирь сажать не надо. Вот таким вот образом. Оставляю место для полива, естественно, чтобы вода не скатывалась. И обильно поливаю грунт водой. Вода обычная, комнатной температуры. Имбирь – теплолюбивое растение. Сразу вам скажу, что он любит влагу, но, конечно, не до состояния болота, переливать не нужно. Это не любит ни одно растение, чтобы просто он не загнил. Почва должна находиться в таком слегка влажном состоянии, поэтому полив один раз в 7-10 дней это будет нормально для имбиря. Размещается горшок также в теплых условиях. Температура, где стоит емкость с имбирем, не должна быть ниже 15 градусов, тогда растение может остановиться в росте. И, в общем-то, очень долго оно будет укореняться и прорастать. Поэтому температура плюс 20-22 градуса будет оптимальной для того, чтобы расположить емкость с корнем имбиря на выращивание. В дальнейшем я вам расскажу и другие моменты по уходу за имбирем при выращивании его в комнатных условиях. Но в дальнейшем я думаю, что это растение переедет в теплицу, либо высажу его в открытой, точнее в какой-нибудь уголок в теплице с открытым грунтом, либо же высажу его в большую емкость объемом примерно 10-12 литров. И там буду доращивать. Ну, потом будет видно. Ну и, конечно, нужно внести дополнительное удобрение. Как я вам говорил ранее, имбирь очень любит богатую почву, богатую макро- и микроэлементами. Зачастую в покупном грунте их не хватает, поэтому я сверху по поверхности земли рассыплю 1 чайную ложечку комплексного минерального удобрения длительного действия. Важно, почему именно сверху, а не вот в глубине грунта, потому что, как я уже говорил, у имбиря поверхностные корни, и с поливом гранулы удобрения будут постепенно растворяться. Их можно, конечно, немножко вот так зарыхлить. Вместе с поливочной водой питательные элементы будут поступать непосредственно в ту часть растения, где у него расположены корешки, то есть в верхних слоях почвы. Вот таким способом я вношу минеральное удобрение под имбирь. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания имбиря в комнатных домашних условиях. Всем будет очень интересно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылку на который вы найдете в описании ниже под роликом. Там мы обсуждаем различные темы, делимся опытом, фотографиями наших растений. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.